Сергей Иванов. Рисунок маркером по серой забивающей карандашной имприматуре. Интересная фича. Надо намотать на ус. Такой серьезный скетчинг. Что там у вас за маркер? Не пробивает ли холст насквозь? Да нет, не пробивает. Это ж масляный маркер. Я купил на Валбересе. Напишите масляные маркеры. Они там с шариком внутри тык-тык-тык-тык щелкают. Файруза Назиповна. Мне очень сложно передать тень. Как передать тень, какими цветами? Нельзя писать тень отдельно от света, отдельно от других объектов. Об этом у меня есть уроки, как мыслить широко. Коровин тот же говорил, что задача сложная, нужно сравнивать одно пятно с другим пятном. Это сложно, но выполнимо. Но нужно же сравнивать не только одно пятно тени, например, со светом, но нужно пятно тени сравнить еще с каким-то более темным или приближенным к этому тону. Тон – это светлота, объекту, пятну. Значит, пятно тени со светом и еще с объектом. 3 пятна. Это еще сложнее. А Коровин говорил, что художник должен сравнивать, удерживать во внимании всю картину, все пятна. Вот какая задача. Но и это выполнимо. Есть некоторые секреты. Смотрите мои уроки в онлайн-школе. Там в каждом уроке есть какая-то своя фича. Анатолий Хмелевский. Чтобы рисовать, нужна смелость. Творчество – это смелость. Это правда. Перебороть страх очень трудно, и не каждый может. У меня, кстати, второй урок, как преодолеть страх в живописи. Обратите на него внимание. И есть некоторые приемы, как это сделать. Но есть же такая поговорка: сделаешь раз со 100, получится просто. Труд, большой труд. Но вот передо мной пространство, стеклянный барьер. Конечно, первый раз сначала страшно подойти к краю, но постепенно ты подходишь потихонечку и понимаешь, что ты в безопасности, подходишь совсем близко. Главное, чтобы была безопасность. А в чем страх-то, Анатолий? Чего бояться? Посмотрите на детей. Они берут, зачерпывают краску, у них нет страха, потому что нет цели того, нет цели понравиться. Они получают удовольствие. И они сделали рисунок, про него забыли и даже не вспомнят никогда. Они получили удовольствие, когда писали, это их окрыляет. Все, дело сделано, отложили. Уж не знаю почему, но говорят, что Леонардо относил свои работы в лес. Прожито, сделано, написано. Дальше уже эта работа тебе не принадлежит, у нее своя судьба. Может быть, и в лес, может быть, в галерее, может, на продажу, может, на сайт повесить. Это уже не твое. Ты сделал дело, твоя душа воспламенилась, что-то произошло. Ты стал тоньше, ты стал чувствовать мир по-другому, ярче. Может быть, это самая главная задача, которую начальство нам даровало. Чтобы мы изменились. А работа, у нее своя судьба. Джейси Гайя. Как оценить свою работу, если она на заказ? Не умею писать на заказ. Если пишешь свое от души, с наслаждением, то оценить проще. Не люблю записывать неудачную работу. По мне так наоборот. Если есть заказчик, это конкретный человек. Глядя в его глаза, вы сразу можете понять, как он относится к вашей живописи. Ведь каждый хочет продать подороже, правда? Но тут еще есть одна деталь. Если вы поставите слишком низкую цену, к вам будет так относиться, как художник себя оценивает. Да? То есть заказчик смотрит, как вы себя оцениваете. Но, безусловно, нужно посмотреть на рынок, сколько тот жанр, который вы предлагаете, вообще стоит. И как вы сами себя оцениваете, на какой ступеньке в этом жанре, по степени мастерства. Если на высокой, то, значит, высоко. Если не очень, значит, не очень. Было время у Михаила Врубеля, когда он продавал свои работы за копейки,
Было время, когда он продавал очень дорого. Так что всегда по-разному. В любом случае нельзя пересчитать это на, ну я не знаю, на рабочие часы. Знаете, как в автосервисе, знаете, как почасовая оплата. Значит, независимо от того, какая там машина, есть, есть какие-то коэффициенты. Тут чистое творчество. Нужно как-то уметь торговаться. Ну, как на рынке. Вы приходите, и вам назначают цену. Один раз я покупал петрушку на рынке и такую хохму сделал. Ну, допустим, человек говорит мне там 40 рублей, условно говоря. Я говорю: слушай, а за 50 отдашь? И у него была ментальная пауза. Я назвал большую цену. Не знаю, что ответить вам, чем еще помочь. Может быть, народ из палаты что-нибудь посоветует. Друзья, что вы скажете на этот счет? Татьяна, Слава, когда пишете по имприматуре, протираете чем-то холст или прямо по сухой имприматуре пишете? По сухой, чего ее протирать? Я же вот сегодня, например, замазал мастихином или вчера, а завтра, послезавтра пишу. Ничего не надо протирать. Алла Чаленко. Можно ли писать маслом на акварельной бумаге? Может, ее прогрунтовать чем-то перед этим? Спасибо. Ну, как-то слишком жиденько будет. Все-таки это такая хрупкость, бумага для масла. Представляете, вы напишете классную работу, а она будет подвержена, я не знаю, влажности, от влажности зависит. Ну, она же себя ее коробит. Поэтому лучше выбирать все-таки что-нибудь поплотнее. Ну, картон, как минимум. Все-таки картон, там 2 миллиметра, 2,5. Проклеить, прогрунтовать. Вот это уже лучше. Еще лучше холст. Надежда Д. Женщине-художнику, идя на пленэр, нужно подчеркнуто нейтрально или не броско одеваться. Это я делал ролик, боюсь выйти на пленэр. Чтобы не привлекать внимание, особенно мужчин. Но у многих художниц срабатывает чисто женский инстинкт, как одеться. А потом сетуют, что к ним часто подходят мужчины или чувствуют те взгляды, которые вы описали. Но есть и такие, которые хотят и порисовать, и себя показать. Здесь надо выбирать, что для нее важнее: импровизированный подиум или живопись. Одна девушка, студентка моя, Аня ее зовут, она писала так, что всегда заляпанная была. Джинсы у нее такие вот на помочах. Ну, все абсолютно. Какая-то кепочка. Ну, естественно, лицо, руки. И самое интересное, что она так, я ее встретил в самолете, мы, по-моему, вместе летели, куда-то ехали. Она говорит: я, говорит, так всегда, потому что это такой дизайн. Ну, кстати, такой дизайн, если ты брюки, штаны, там, джинсы, все вообще сверху донизу в краске, в разноцветные, может быть, это еще больше привлечет внимание. Но, может быть, ходить с кем-то все-таки в паре, тогда легче отбиться, все-таки какая-то есть поддержка. Или, может быть, ходить даже не в паре, а тройственный союз. Ну, побольше народу, с кем-то кооперироваться. Мне кажется, так будет проще. Друзья, вы не забывайте там кнопочки всякие нужные нажимать. Мне сказали, что в первом закрепленном комментарии я должен про Telegram сообщать. Но для этого мне нужно будет в 6 утра вставать. Я ленюсь. Я запускаю видео, чтобы оно в 6 утра сработало. И тогда, как же мне тогда? Просто я говорю, что есть телеграм-канал. И смотрите в описании к видео, к каждому, там есть кнопочка или слова «Еще». На «Еще» нажать, там разворачивается такая вот портянка, меню, как в ресторации. И там всячески ссылка написана, в том числе на телеграм-канал. Есть там группа, чат всеобщий, где вы выкладываете свои работы. Идет общение живое. И я тоже выкладываю работу. Друзья, я записал 35-й урок «Кипарисовая аллея в Семиизе». Задача очень важная, сложная. На перспективу, на дизайнерское решение. Мы разберем вместе с вами одно из решений, но в конце урока я покажу и другие еще решения. Любая задача, любой мотив предполагает совершенно разное развитие. Сама неожиданность, неизвестность того, что ты в данный момент делаешь, ведет нас к свободе в живописи.
мы сочиняем новую картину, новое прочтение. Мы выстраиваем отношения тональные, и благодаря этому мы можем быть свободными в цвете. Меня всегда удивляет художник, которого ты вроде бы хорошо знаешь, но он пишет по-новому. Он демонстрирует свои новые грани. Мне кажется, это ключ к тому, чтобы развиваться в живописи, быть интересным и неожиданным. 35-й урок. Кипарисовая аллея в Семиизе.